Приветствую вас, дамы и господа. В это сложно поверить, но дверь сдержал свое слово и выпустил видик на 2 часа. Я думаю, за это стоит поставить лайк. Если мы соберем под этим роликом 200 тысяч лайков, то дверь обещает сделать видик на 3 часа. Ну и конечно же, приятного просмотра. В главных ролях Держи Томик и Робот Кавик. Данный видик полностью основан на реальных событиях и записан на официальном сервере. Также в видике снимался Павук и вот эти ребята, чьи имена пока засекречены. Кто здесь? Кто здесь? Это снова ты? Давненько мы с тобой не виделись. Последней нашей встречи прошло уже 2 года. Ты помнишь? Ты зачем за мной целыми днями следишь за моим огромным домом? Ты помнишь. Но дедушка Лу тоже все помнит. Поэтому твоя атмосферная хата теперь принадлежит нам. Ведь в этот раз ты играл на нашей территории. И это была твоя большая ошибка. У дедушки Лу тут очень много друзей. Тебе здесь ловить нечего. Так что даже больше не пытайся здесь выживать. Я пошел в мой новый, точнее, бывший твой дом. Я хочу спать. Проваливай! Конечно же, я не мог представить, что когда-нибудь снова увижу дедушку Лу. Прошло уже 2 года с тех пор, как мы последний раз с ним сражались. Тем не менее, рисовая вселенная довольно-таки волшебное место, и иногда старых врагов она может свести вновь. Держи дверь. Представляет. Да, вот так в жизни бывает. И дедушка Лу наконец-то отомстил. Что это за звук? Паразиты 3. Месть за домик в лесу. В Rust на Востоке играют довольно-таки интересно. Огромные кланы в основном состоят в альянсах. И зачастую бывает такое, что тот же дедушка Лу может стрелять по вам с 3 разных баз. А если в этом еще и начать разбираться, то по итогу окажется, что все эти клановые домины ему и принадлежат. А что случилось? Эта история началась в пятницу ровно в 2 часа ночи. Именно в это время во всей Азии происходит Global Vibe. Поэтому мне пришлось подогнать свой режим так, чтобы проснуться именно к этому моменту. И я собирался играть всю ночь и весь день. Потому что я просто чокнутый растер. Итак, мы бежим вот сюда. Из изучений нету ничего. Абсолютно ничего. Так что все придется изучать с нуля, собственно, как и всегда. Но настроение отличное, играть хочется очень сильно, поэтому погнали. Сервер, который я выбрал этой ночью для своего соло-старта, как я и говорил ранее, был супер клановый. Вайп тут проходил раз в месяц, и местные ребята отстраивали тут такие домины, что FPS там проседало ровно до 10. И именно эти огромные кланы меня так сильно сюда и манили. Ведь я, как всегда, хотел испытать все свои навыки выживальщика. У меня за плечами было 10 тысяч часов наигранных в эту рисовую игру. И больше половины этого времени я потратил на разработку всяких ловушек или разных схем, при помощи которых можно было легко подняться. Короче, у меня было просто миллион идей, что можно сделать. Но для начала нужно было построить дом прямо рядом с сейф-зоной. И
И вот наконец я добрался до сейф-зоны и сразу же переработал все компоненты, что налутал по пути сюда. У меня было пара намеченных мест, где бы я мог тут построиться, но для начала нужно было все их тщательно осмотреть. Вот тут я буду лутаться и ловить челиков на этом складе. Тут мы, кстати, и будем жить, потому что тут много кустов. В итоге, осмотрев только южную часть города, я сразу же нашел идеальное место. Здесь был склад, где я бы постоянно лутал ящики, 2 зимних спота, усыпанные серой рудой, а также 2 РТшки, в которые я бы мог подлутываться при помощи синей карты. И пока еще сюда мало кто успел добежать, поэтому нужно было застраиваться побыстрей. Не знаю. Дом кайф. Тупо 2 двери и крыши. Такое даже рейдить никто не будет. Но не успел я построить свою маленькую атмосферную избушку, как, выйдя на улицу, я сразу же встретил каких-то заряженных чуваков. Блядь, да как так-то? И в этом как раз и заключался хардкор этого сервера, ведь в одиночку тут бегали челики уже очень редко, а вот с огнестрелом в первые 30 минут игры частенько. Пришлось даже заново настукивать себе камнем новое оружие. И хоть поначалу особо топово лутаться не получалось, я не останавливался даже когда наступала ночь, ведь на моей голове была волшебная шляпа. Меня интересовали абсолютно любые ресурсы, поэтому я бегал куда только мог. За сегодняшнюю ночь, за сегодняшний день я должен был нафармить по максимуму. Я должен был как минимум развиться до 2-го верстака, а затем изучить какую-нибудь ценную штуковину и выставить ее на продажу. И мне очень сильно повезло, ведь в первый час игры мне как раз таки и выпала та самая ценная штуковина, которую можно было продавать. Воу. Воу. Это был он самый, револьвер, который, по идее, должен был в первый день вайпа разлетаться с прилавка, как горячие пирожки. Ну а затем я нашел еще и вот это. Воу! И теперь такая штуковина, как бур, ускоряла мой фарм очень жестко. Вот только была одна проблема. Так как я жил в избушке, камни и руда мне были уже не особо нужны. Меня интересовали только компоненты и скраб. Воу. И вот спустя еще какое-то время бесконечного подлутывания компонентов скрапа хватало на то, чтобы поставить 2-й верстак. И еще мне нужно было обязательно выучить ковер, для того, чтобы добавить моему дому уюта. Кайфарики. Вообще кайфарики. А после того, как я скрафтил себе револьвер, я решил, что в принципе теперь могу и залутать одну станцию метрополитена.
Затем, как обычно, весь лут я сразу же переработал в городе. Благополучно занес все в свой уютный домик и тут же на складе встретил Человека-весло. После чего я нашел хазмат и понял, что в принципе теперь я могу лутать РТшки посерьезней, но для этого мне нужна была зеленая карта, и я отправился на заправку. Тут кто-то есть. Опять ревик. Ну а тут на месте произошло что-то странное, и я решил лишний раз не ввязываться в драку. Поэтому забрал все с переработчика, который никто не охранял, и быстренько свалил. Лучшая драка, которой не было. После чего, вернувшись домой, я услышал, как кто-то разговаривает прямо у меня под дверью. За время, пока меня не было, кто-то умудрился построиться чуть ли не в упор к моей избушке. И с этим нужно было срочно что-то делать, поэтому я опять побежал за зеленой картой. Но до заправки, где я собирался эту зеленую карту залутать, я так и не добрался, потому что на моем пути появился какой-то странный бомжик. Затем я увидел еще одного бомжика, и они куда-то так быстро убегали, что я просто не мог не побежать им вслед. What the fuck? What the fuck? После такой удачной встречи я благополучно вернулся домой, понимая, что вроде как от страха я забыл залутать половину ресурсов. Тем не менее, я был рад тому, что хоть что-то удалось унести, и я вновь отправился за зеленой картой. И вот спустя пару часов после глобального вайпа я начал чувствовать, что на моем районе становилось все больше и больше людей. А мои коробки на складе, которые спавнились практически каждые 10 минут, кто-то постоянно подлутывал. В общем, я решил, что весь скраб, который я накопил, нужно потратить на изучение бутылочек с горючей смесью. И заодно я научился крафтить пешку, а это означало, что пришло время разобраться с соседями.
Сорян, пацаны, но вы построились слишком близко. И вот как-то так мои первые ближайшие соседи были выселены. Их дом я сразу же забрал себе, где в дальнейшем собирался построить магазин. Ведь торговля на этом серваке могла неплохо так меня забустить. Ну а затем я побежал в город для того, чтобы купить синюю карту. Я собирался залутать Airfield. А после того, как я вернулся и убил очередного залутанного челика рядом со своим домом, мне вдруг показалось, что в моей хате уже очень много ресурсов. Нужно было укрепиться. Затем мне нужно было обязательно купить НПЗ для того, чтобы переплавлять кучу нефти, что я навыбивал. И для ее установки пришлось даже вырубить просто миллиард спальников, которые были раскинуты рядом с моим домом. Вот так вскоре наплавилась еще и куча ТНК, поэтому пришло время полностью зачищать район. К тому же, как я думал, рейды с зажигательными бутылками на старте должны были принести мне хорошее количество ресурсов. В итоге, зарейдив пару домиков и найдя там в буквальном смысле ничего, я понял, что вроде как на районе я был самым богатым. И ни одна деревянная кибитка не могла удивить меня своим бешеным лутом. Поэтому бесполезные рейды нужно было срочно отложить в сторону, выучить гаражку и начинать торговлю. От нее бы было намного больше пользы. Ну и конечно же, строиться в упор к моей избушке я все так же никому не давал. Потому что для моих будущих ловушек, а также для кучи ПВО, которые я собирался тут поставить, соседи были совсем не нужны. И вот как только стало светать, я сразу же отправился строить каркас для будущих магазинов. Затем я накрафтил кучу ревиков и гаражек. Все это я собирался продавать за скраб, а на этот скраб изучать нужные мне рецепты. И тут я вновь услышал, как кто-то рядом с моей избушкой опять хочет построить свою кибитку. И это был мистер Скобочка. Запомните этот ник, потому что он сыграет очень важную роль при знакомстве с самым влиятельным китайским кланом на этом сервере. Далее я продолжил подфарм скрапа, а также изучение нужных мне штучек. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. А спустя еще какое-то время я опять встретил мистера Скобочку.
И как я понял, у него вроде получилось поселиться где-то поблизости. Но где именно он жил и были ли у него друзья, я еще не знал. Я знал только, что мистер Скобочка пытался всячески меня достать, какими-то странными звуками. Пришлось даже ненадолго уйти в АФК, только бы он отстал. А затем, когда я вернулся через полчасика обратно, мне сразу же попался очень залутанный чувак, выбегающий из города. И весь этот лут вместе с синими картами был сейчас очень кстати. Вуу! Хорошо. 2 синие карты. И вот так у меня накопился скраб для того, чтобы по верстаку изучить турель. И это было просто чудесно. Я стал на один шаг ближе к тому, чтобы установить на этом китайском сервере свои фирменные ловушки. Затем я в очередной раз выходил на небольшой подфарм камней. И примерно где-то в этот момент на районе стало происходить черти что. Скобочка? С Томиком? Откуда Скобочка взял Томик, я даже понятия не имел, потому что все это время он бегал либо с нейлганом, либо с арбалетом. Но я знал, что на районе появился новый дом, рядом с которым я этот Томик и слышал. Скорее всего, это был дом Скобочки. Поэтому я прибежал сюда, спрятался неподалеку и начал ждать. Теперь я точно знал, что у Скобочки были друзья, и он явно играл не один, но также через пару минут я выяснил, что у Скобочки были и враги. Причем враги серьезные, у которых, походу, он этот Томик и отжал. Потому как после замеса прошло только минут 5, а дом Скобочки уже кто-то бахал. Офигеть! Его зарейдили сразу. И вот так я и познакомился с местными нагибаторами, которые уже бегали, заряженные, с калашами и пулеметами. А вот этот чувак у них, походу, был самым главным, поэтому обязательно его запомните, ведь в этом видике мы встретимся с ним и с его командой еще не раз. И после такой встречи я понял одно, что получись у меня выбить с них какой-нибудь калаш или пулемет, мой дом также бы за минуту отлетел в стратосферу. А у меня вообще-то было нафармлено приличное количество ресурсов, и терять их я не собирался. Поэтому решено было отвести от моей МВКшной избушки все подозрения и застроить ее полностью в дерево. А еще спустя 15 минут деревянной застройки у меня получилось что-то наподобие дома в доме. И наконец-то в игру должен был зайти мой друг-робот, по которому я уже очень сильно скучал. Кстати, со всеми этими событиями я совсем забыл, что у меня магазин все это время торговал ревиками и гаражками. И было интересно посмотреть, сколько там скрапа. Но неплохо, неплохо. 622. Is good. Good, good, good. Кава, здорово. Ну чё ты? Где опять пропадал? Я после прошлого вайпа расслаблял свои микросхемы и обновлял прошивку.
А ты? А я решил скиллы свои прокачать и освоить интересную профессию в Skill Factory. О, этих ребят знаю. У них много годных курсов. Именно. Помнишь, я тебе уже рассказывал про них? Так вот, я наткнулся на очень крутой курс, где можно реально стать супервостребованным и высокооплачиваемым спецом. А если после обучения студент не найдет работу, то школа вернет деньги. Звучит круто. Давай-ка поподробнее. В общем, я решил пройти курс тестировщика на Python. И что это значит? Ты питоны тестировать будешь? Не, это означает, что по окончанию курса я стану типа ревизором в сфере IT-продуктов. Буду искать разные ошибки и отправлять программистам на доработку. Ты будешь ломать приложения и сайты, а тебе за это будут еще и деньги платить? Вот именно, всего за 9 месяцев можно получить настоящую IT-профессию на самом востребованном языке программирования Python. Реально классная профессия. Тоже хочу ей обучиться. А я про что? Еще большой плюс для старта достаточно знания базовых основ компьютерной грамотности, а от тебя потребуется только желание. Начать работать можно уже будет через 4 месяца, таким образом окупив курс с первой зарплаты. За время обучения в Skill Factory вы прокачаете необходимые скиллы на практике, четко и без воды. Кстати, на всех этапах вас будут сопровождать практикующие тестировщики с большим опытом. А по окончании обучения карьерный центр поможет в подготовке резюме и поиске работы как в России, так и за рубежом. Поэтому если вы, как и мы с Кавой, желаете делать крутые штуки и просто получать удовольствие от своей работы, то отправляйте заявку вместе с нами по ссылке в описании, вводите промокод TOMIC, который мы выбили для вас, и получайте новогоднюю скидку в 50%. А еще в честь Нового года вас ждет подарок: 3 бесплатных курса для начинающих айтишников и участие в Дне открытых дверей IT-компании Beeline, где ответят на вопросы студентов и расскажут про внутреннюю кухню. Ссылка в описании. Добро пожаловать в хату. Так, какое оружие хочешь? Питон, пешку. На тебя не похоже. Ты фармера ночного заказывал? Не-не, я тебе серьезно говорю, я сам все налатал. Тебе чё, питон или пешку? Просто смотри, до чего ты должен был развиться. Покажи. Лутай. Ха-ха-ха. В общем, Кава, конечно же, не верил мне, что я смог в соло на классике столько налутать. Тем не менее, как только он зашел и я скрафтил ему оружие, мы сразу же побежали искать приключения. И на нас, конечно же, вышел сразу целый клан. Сейчас он вот эту серу увидит. Да, да. Бля, их 4. И после такого выхода сразу стало понятно, что нам нужно оружие помощнее, поэтому я выучил Томпсон и Холик. А когда я все скрафтил, мы сразу же отправились в Метрополитен. Хилы и патронов не для метро. О. А вот для этих пацанов, правильно я понимаю? Да. Убил второго? Да. Да. Лутай. Не-не-не, я того пошел лутать. Ой-ой-ой, Као. Нам надо уходить срочно. Као. Ой-ой-ой. Нам надо уходить срочно отсюда, просто. Гоу. Да. Тихо, он едет. А, не, он уезжает назад. Все, пожалуйста, уезжаем. Као, уходим. Ракетница есть со скоростной? Да. Жесть, у меня столько лута лютого. Да. Ну как он вызван, да? Значит, они там сидят? Да. А, он едет вниз, слышь, едет вниз. Иди сюда. Давай я отсюда зажму. А если их там дохуя? С двушкой. Нажимай, поехали. Быстрее, садись. Надо на мужика уходить. Блять, да ладно, какого хуя? Во мне было 500 скрапа и миллион лута. Фулл-стаки. В итоге эти две неудачные вылазки меня немного подкосили. К тому же я сидел уже за компьютером примерно 14 часов и немного устал.
Тем не менее, ресурсы для того, чтобы скрафтить еще по одному Томпсону, у меня были. И мы с Кавой побежали лутать Трейн-Ярд. На нас напали! А на Трейн-Ярде меня уже поджидал мой старый друг. Шар. Над нами. На крышу мог высадить. Не, вон бежит. Я минус. И кто бы вы думали это был? Да-да, тот самый чувак, который зарейдил моего соседа. А после уже третьего неудачного выхода, ресурсы в доме начали нехило так проседать. Поэтому я решил отдохнуть от всех этих побегушек и построил нашему дому конюшню. В теории, за ночь лошадки должны были принести неплохо так удобрений, а утром я бы все обменял на так нужный нам скраб, либо продал. Да. Чё? Помочите? Ко мне иди, подсад нужен. Лут имеется. Угу. А убил ты кого? Чела. Он АФК, что ли, был? Ахахаха. Таким образом, мой первый день выживания потихоньку подходил к концу. Но перед тем, как выйти из игры, нужно было сделать еще пару очень важных дел. Во-первых, на ночь нужно было заправить магазины гаражками и ребиками. Во-вторых, нужно было изучить кое-какие электрические штучки и установить внутри дома турели, которые бы оповестили нас о рейде. Ну и, наконец, в-третьих, все важные ресурсы нужно было сложить к бункеру, который на ночь мы собирались застроить в МВК. Все, застраивай меня, и я спать. Пока. Второй день моего выживания начинался примерно в 5 утра. За ночь наш типа деревянный дом даже никто не пытался рейдить. На сегодня у меня были большие планы. Я должен был скрафтить третий верстак и полностью его изучить, чтобы установить свои фирменные ловушки. И на все эти мои желания, как вы понимаете, мне нужно было очень много скрапа. Поэтому мне было интересно посмотреть, сколько за ночь магазин принес ресурсов. Бам. Бам. В итоге получилось чуть больше 1000 скрапа. Оставалось добавить немного МВК, и можно было устанавливать третий верстак. Залутав один раз Airfield, я начал ждать, когда там снова появятся ресурсы. И пока у меня было время, я накидывал каркас для моей будущей ловушки. Она должна была быть идеальной. Тем временем на сервере начинало понемногу темнеть, и я решил в приборе ночного видения пробежаться вдоль города и полутать камни.
боже. О боже. О боже. О боже. Просто уйти, просто уйти, просто уйти. Просто уйти, просто уйти. Просто уйти. Побежать. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Я хочу домой. Я хочу домой, пожалуйста. Вау! Вау! Поначалу в это было даже трудно поверить, но эта ночная вылазка принесла мне халявный 3-й верстак. И теперь скраб, который я откладывал на крафт, можно было потратить на изучение. Тем не менее, до болтовки оставалось еще 2000 скрапа, поэтому мне нужно было подфармить. 차오你妈 중국 보고 난징 다투샤 난징 다투샤 О, соточка. И еще соточка. Хорошо. Наконец-то, спустя пару часов я нафармил так нужные мне 2000 скрапа и сразу же выучил пули, калаш и болтовку. Теперь у меня было изучено абсолютно все, что нужно для того, чтобы установить ловушку. Но прежде чем начать установку, я решил убраться в ящиках и заодно украсить коврами всю деревянную часть дома, чтобы добавить атмосферы. Вскоре я заметил, что, видимо, какой-то клан выкупил у меня целых 8 бочек с дизелем. Это должна была быть кругленькая сумма. О, бочки с медом купили. И я моментально изучил и установил бронированные двери. Вау. Офигенно. Ха-ха. Блин, надо больше ковров. А затем, пока я потихоньку продолжал устанавливать ловушки вокруг своего дома, в моем магазине буквально за раз скупили сразу все красные карты. Кстати, в самую важную и самую спрятанную турель в моей ловушке я все-таки решил вместо болтовки установить пулемет. Воу-воу-воу. Ее вообще не видно. Вообще не видно.
Тык-тык-тык. Бам-бам-бам-бам-бам. Все, минус. И, наконец, все было готово. На этой дороге прямо перед городом должен был откисать любой прохожий. Начиналась моя любимая часть выживания, в которой я должен был просто собирать кучу халявных ресурсов. Воу! Здорово, чувачочек. Воу! Эй! Эй, ты забыл себя залутать. И вот примерно в час дня, когда сервер был уже полностью забит, в игру зашел мой друг робот. Короче, все нажимается на кнопки. Отключается, включается. Все на кнопочке. Я знаешь, что думаю? Я вот сюда тоже пулик поставлю. Ну и конечно же, я забыл вписать Каву в самую главную турель. Зато он ее проверил. Работает хорошо. А затем я еще показал Каве пару странных вещей в нашем доме, которых обычно никогда не бывает. Короче, смотри, во-первых, у нас дома порядок. Первый раз в жизни. Смотри, вот тут... Пиздец. Вот тут справа, короче, компоненты. Так, вот две тарелки снизу. И выключатель, который турели отключает, вот этот вот справа. Ты отключаешь турель и заряжаешь патроны. Сразу к ней Да. подходишь. Вообще удобная хуйня для соло. А лево-право подписано? Там все подписано, каждая турель, ты поймешь, она причем с хорошим разъяснением. Пиздец, ты импровнулся. Почему ты в соло фармишь хорошо? Когда я захожу, ты сразу плачешь. Я захожу, мне никто не мешает. И теперь, когда Као был вписан во все турели и введен в курс дела, я отошел немного отдохнуть, а он остался собирать лут с ловушек. Пися в попе. И через полчаса я вернулся и сразу же залутал еще одного плотного подлутыша. Чека. Вижу. Вот, он шел покупать. Так он у нас купил что-то в магазе, по-моему. А, у нас ни за серу ничего не продается. Потом, прямо за домом в лесу, я начал строить огромную вышку для будущих ПВО. Ведь мне казалось, что с такой постройки клановые коптеры будут сбиваться намного лучше. И наконец оставалось купить только сами ПВОшки. Скрапа хватало на целых 3 штуки. А вот так мне нравится. Блин, к другому магазу приехала. Но бабки то капают. Но как только я собирался уже идти все купленное устанавливать, тут я неожиданно заметил кое-что очень интересное. Куда он поскочит, интересно? Думаешь, сюда по дороге поедет? Возможно. Но он же не отсюда приехал. Ну да. Но поедет сюда, мне кажется. Это был какой-то супер странный всадник. И судя по тому, в каком направлении стоял его конь, скорее всего, он должен был поехать прямо на наши турели. О, скочит. На нас прям Кава. Минус. Ебать, Кава! Это какой-то клан. И я на обходе. Что там? 2500 топлива. И дерево фуллом забито.
А вот так мне нравится. Пися в попе. Spicy Braid Chicken. Прикинь, он 1000 угля наплавил. Реально, Ха-ха-ха. потом дождался темноты и поехал. Он прикинь, сколько он там стоял, плавил в НПЗ? Да. 2500. 2500, прикинь, это же вообще жесть. Как думаешь, ему больно на душе? Ахаха. Я вообще не представляю. Представляешь, сколько он там стоял просто? Да. Чуть не ушел. 3G HU. И вот наконец-то появилась свободная минутка установить те самые ПВО на ту самую вышку. Вот только мы сразу выяснили, что вышка оказалась не очень хорошей идеей. О, коптер летит прямо на ПВО! Посмотри! Кава! Ахахаха. Да. Ясно. И после такого провала ПВО я пока решил снять. Ну, это был провальный провал. Да и саму вышку пришлось тоже уничтожить. В нашем лесу она была явно лишней. Далее я начал плотно обстраивать второй этаж нашего дома. И у меня была потрясающая идея установить под крышей грядки и выращивать там ткань. Или какой-нибудь чай. Короче, я планировал сделать атмосферную ферму, но чуть позже. А пока что нужно было опять установить ПВО. Блядь, вообще хата лютая, посмотри. Ахахаха. Это самая красивая хата, в которой я жил. Отвечаю. Она еще и снаружи просто домик. Да. И вот так потихоньку, от одной задачи к другой, мой второй день выживания подходил к концу. И в принципе я был доволен тем, как мы с Кавой за 2 дня смогли развиться на официальной классике. И еще мне очень понравилось КПД моих ловушек. В Азии с тролльками в кустах были явно незнакомы. Оставалось только напоследок сбить хотя бы один коптер. Летит коптер, 4 ПВО работает, слышишь, Кава? Летит коптер, 4 ПВО, Кава. Вот над нами прям. Все, сбила его, сбила, падает, давай, вот. Он побежал, на нас бежит. Да. Хотя, может, и он, слышь, 10 стенок. Кава. Да. Все, я тут выхожу. Да. В итоге, таким образом, в 9 часов вечера закончился мой второй день выживания. А так как у Кавы он только начинался, он остался следить за турельками и за ночь навыбивал просто кучу ресов. Алло. Да. В итоге получилось так, что Кава присматривал за турельками, пока я снова не зашел в игру. Наша ловушка у города работала тупо круглосуточно. И третий день выживания начинался с того, что я проснулся с калашом в руках и кучей ресурсов в доме, думая только о том, чем я сегодня буду целый день заниматься. Быстро ты поспал. Мне просто приснилось, что нас рейдят. О! И тут соточка. И буквально стоило мне только выйти из дома, занятие на сегодня я себе сразу же придумал.
Я решил, что пришло время зарейдить всю эту деревню рядом с нашим домом. Вот только я не знал, что сегодняшний день был особенным. Сегодня нас с Кавой ждал большой сюрприз. Как говорится, пост сдал. Давай, красавчик. Чем будешь в ночь заниматься? Я буду копать серу, а потом рейдить походу. А смысл? И Кава был прав, в этом не было смысла. На третий день выживания в этих маленьких кибитках вряд ли бы я нашел какой-то топовый лут. И именно в этот момент произошла встреча, которая полностью изменила этот вайб. Погнали. Погнали. Что это были за чуваки, пробегающие мимо моего дома, я не знал. Я знал только, что больше половины из них явно откисло у меня под турелями, и нужно было срочно все это лутать. Вот только в самый ответственный момент, когда мне оставалось добить последнего челика, произошел рестарт. А где... А где мои трупы, блядь? Блин, все пропало. В итоге из-за этого рестарта залутать клан у меня не вышло. И плюс ко всему интуиция стала мне подсказывать, что скорее всего в ближайшее время у меня начнутся большие проблемы, поэтому я начал застраивать дом гантрапами. И еще нужно было пополнить ракеты в ПВО, на случай, если меня начнут обстреливать МЛРСками. В общем, я готовился по полной и собирался спрятать за домом в лесу еще пару турелей. Кстати, в тот момент мне нужно было очень много дерева, и тут оно упало мне прямо с неба. Ха-ха! Ха-ха! А затем сразу же сбила еще коптер. И вот, когда турели уже были полностью готовы к установке, я вдруг услышал, что кто-то под моим домом стреляет с калаша.
А затем я увидел, как какие-то калашисты строят кибитку прямо в упор к моей избушке. Походу, меня рейдить идут? Или что? Ебать мне пизда. Короче, я прекрасно понимал, что мой деревянный дом вряд ли устоит против такой толпы, поэтому быстренько стал переносить все ценные ресурсы в магазин. Нельзя, нельзя, нельзя. Ну и чё, никто мне не поможет? Никакой антирейд не придет? Серьезно? Пацаны. Ха! Такие чисто. Ха-ха! Такие типочки чисто. О. Блять, серьезно, так быстро? Блять, я теперь отсюда не выйду. И на этом история моего атмосферного домика в лесу закончилась. Конечно, я не сдавался и пытался еще что-то сделать, но дом было уже не вернуть. В моем распоряжении оставался только магазин и маленькая кибитка с турелями, поэтому я решил как можно быстрее этим воспользоваться и потратить весь скраб. И хорошо, что я додумался спасти 3-й верстак.
И даже особо не вникая в ники этого клана, который прямо сейчас меня бахал, было понятно, что это вот эти челики, которые пару часов назад всей своей толпой откисли у меня под турелями. И единственное, чего я только не понял во всей этой заварушке, почему один из этих чуваков так жестко злорадствовал. Ведь по факту они просто зарейдили толпой соло-деревянный дом, да еще и с 2 кемперами на огромной вышке. Видимо, как я понял, эти ребята просто хотели запомнить этот вайп на всю свою жизнь. И они обратились по адресу. Лоперкс. Хорошо, Лоперкс. Отомстить за мою деревянную избушку с коврами стало для меня в этом вайпе теперь целью номер 1. И мне нужно было узнать ники, как можно больше ников из этого клана. Так. Лаул-лаул какой-то. Запомнили. F10. Ха-ха! 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 You're so bad, you know? Т-23 еще какой-то. Теперь я точно знал пару имен из этого клана. Рейд моего дома к тому времени закончился, и следующим шагом было выяснить, где вся эта толпа проживает. И как удачно я сразу же поймал их всех на переносе моих ресурсов. Угу. Уходят они вот сюда, да? Погнали. Вот они, вот они. Да, пацаны. Я вам не завидую, конечно. Че, реально тут живете? Угу. Хорошо. Я буквально сразу нашел дом, в котором жил этот клан. Оставалось теперь только дождаться, когда в игру зайдет мой друг-робот. Я знаю, где они живут. Эти ребятушечки. Ребятульки эти. Ребятеныши. У меня там, знаешь, вокруг их дома сколько спалок уже лежит? Штук 20, наверное. Больше, чем у своего. У тебя нет дома. Ахахахах. Это был все тот же 3-й день выживания. После того, как мою избушку зарейдили, прошло пару часов. Вот нас нет, и у нас тут беспредел происходит. Чекай. Что это? Кто это? Пропали стрелы с головы. Так, ну чё, давай я тебе обзор по хате проведу. Знаешь, смотри, вот эту штуку видишь, вон та. Такая тема, короче. Рабочка, кстати, 100%. Когда 3 типа там наверху сидит, ты ничего не можешь сделать. И как только я рассказал Каве, что здесь произошло, он сразу же понял, чем мы будем сейчас заниматься. Мы работаем по старой схеме. Ладно, все, я понял, пойдем. Так, ладно, пойдем покажу тебе их дом. Давай постепенно начинать. Нам нужен план, понимаешь? Вот, пожалуйста, это их клан. Ой, это их дом. Смотри, они как металлом жестко обнеслись. Это какой-то новый бункер нового поколения. А ПВО наше. Да, ПВО, конечно, наши. 4 штуки. Смотри, один шкаф у них можно выдолбить, вот этот. Но они, я думаю, в онлайне сейчас. Как только мы прибежали на территорию этого клана, мы встретили вот этого чела. Забегая сразу вперед, скажу, что он тоже был из этого клана, просто жил отдельно. Но мы с Кавой пока этого не знали, но догадывались. Возможно, это был вахтер, который сидел на дежурстве. Давай вот тут, смотри, прям вот тут на ХГ. Смотри, вот так стенки ставим. Смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Слышишь? Вскоре у нас все было уже спланировано. Мы собирали сохраненные мной ресы. Нам нужно было срочно переехать в той самой клановой базе. Так, во, вроде светлеет немного.
Пойдет. Ахахаха. Вот тут вышку построим. А шкаф я застрою, смотри, охуенно же. Да, И тут еще буферка будет, получается. и буферки. Ага. О, а вот так мне нравится. Вот так основа для нашего дома была готова. Теперь нужно было нафармить много камней и дерева и построить на этом месте огромную вышку. И еще нужно было успокоить дежурного, а то от нашей постройки он начал нервничать. Не, братишка. Вот так. Чтобы они вот тут залезали, а тут гантра будет стоять. И он будет, сидя вот так залезать, его гантра будет ебать. Давай сразу сделаем. В итоге спокойно вышку построить мы не успели. Этот дежурный доложил кому-то из клана, и по нам прям с базы начал стрелять калаш. Но мы решили особо на этот калаш не обращать внимания и продолжили готовить нашу будущую вышку к замесу. По тебе. Мгм. Нейт Потата, это-то кто? Их сколько там, блядь? Сколько их там? Сколько их играет? Это кто вообще? Ахахаха. Я человек 9 записал. Это утренние сторожи. А заносить новые ресурсы для постройки нашей вышки теперь можно было только ночью. Тем не менее, мы все равно неплохо обживались. Бам, умер. И вскоре по нам уже начали стрелять разрывными патронами. О, а вот так мне нравится. Так они же даже не залезли. Зачем он ломает разрыв? Хозяин. Это же просто перевод разрыва. Он стенку выносит деревянную. Там нет деревянных стенок. Я поставил от него. Ахахаха. Я починил. Ахахаха. И вот еще через пару минут к нам прибежал переговорщик, чтобы выяснить, чем мы тут занимаемся. Hello. Hey, what are you doing, bro? Hello, it is my home. My home. Where are you from? I am What, my from home? I am from Thailand. Savatikap. Oh, สวัสดีค่ะ Oh, I from China. 我去学校 Джеки Чан. You know Джеки Чан? No. Джеки Чан, yes. 去学 Samahung. Yeah. China number 2. Oh, no, China number one. China number one. No, China number 2. Yeah. Джеки Чан. Писай в поп Чан. No. Ахахаха. China no หนึ่ง มึงเข้าใจบ่ Please, leave me alone, I'm just a game. Okay? I am friendly. В итоге наш диалог привел к тому, что калашист на какое-то время с крыши пропал, и можно было спокойно подфармить. Еще. Да. Еще. Стреляй в меня. Еще. Что он там делает? Я не знаю, что он делает, но он тратит на нас патроны. И мне это нравится. Боевая. Дежурный справа контролит. Я его сломаю полностью. Ахахаха. Покури. Ахахаха. На тебе, блядь, по спине тебя погладил.
Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Ехал сосед запоздалый. Ахахахах. Просто убей его, когда я тебе скажу. Сможешь? Да. Тебе бы залезть к нему туда. Да все, я залезаю. Лестницу вот снимал. Всем пока. Ахахах. Доигрался маленький. Томик к детям игрушка. После того, как мы отобрали у дежурного Томпсон, выходить на фарм стало еще безопасней. Но неожиданно у нас появились проблемы, откуда их совсем не ждали. Да. Рейдят нас. Рейдят? В смысле? Магаз. Наш магазин, в котором лежали все сохраненные мной ресурсы, а также третий верстак, зарейдили. Ебать, ракетами разъебали. И что самое странное, зарейдили нас именно в лутовую, а магазины бахать не стали. А, верстака нету, слышь, третьего. Да. Но мы особо не расстроились, ведь в кибитке с турелями у нас был еще второй верстак. Поэтому магазин я застроил, и мы вернулись в нашу вышку, в которой нас уже ожидали гости. Ахахахах. Так, вот тебе двушка, чтобы дефаться. Ахахахах. Hey, my friend. Hello. Hello, hello, I'm friendly, please don't kill me. Hello. No, 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 no. Sorry, sorry. I sorry. Он что-то солит. Двойная будет, понял? Потому что ресов нету. Ахахах. Классика пошла. Ресов нет, строю хуету. Да-ка. Ну понятно. Я хочу уже стрелять по ПВО с огненных и смеяться 5 минут. Сейчас. Еще минут через 15 вышка была уже почти достроена, и мы собирались с Кавой обстреливать клановые ПВОшки огненными стрелами. И, кстати, нам сожгли ворота. Hello. Поэтому под хатой у нас теперь постоянно сидели какие-нибудь переговорщики или двушечники. Все, давай работать по ПВО. Че, нам все делаю? Да. Давай, она горит, слышь, Кава. Она сгорела, Кава. Сняли или сломали. Она сгорела, по-любому. Не смог бы он снять ее, пока она в уроне, понимаешь? Она не снимается. Да, пися в попе. Ахахахах. И вот после того, как мы сломали всего лишь одну ПВОшку этому клану, началось то самое веселье, которое мы с Кавой так сильно любим. Слушай, они просыпались, уже двое. МВКшник там. Сейчас, походу, веселье начнется. Да, ахахахах. Сейчас, они же ждут там, пока что-то... Тебе не... Ахахах. Тебе нельзя, Кава. Ты наказан. Иди сюда. Пули у подъезда нелет не посыпали, поскользнулся. Дал ему хит. Дал ему хит. Давай, давай, давай. Ата-дри-та-дри-та-та. Смотри. Ата-дри-та-дри-та-та. Ахахах. Пока ночь с двушкой, сядь под хату. К ним? Да. С фонарика. Гранаты. И шприцами. И помпом.
Я убил второго гранатой. Ахахаха. Ахахаха. Пися в попе. Еще дал ему хит. Ахахаха. ได้ประตูมาเฝ้าให้หน่อยเฝ้าให้หน่อยเฝ้าให้หน่อย Hello my friend Hello. Please don't kill me. Please don't raid me. I'm friendly. No 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 sorry I sorry 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 Да, посли ему уже. No sorry sorry Слышь, ну у меня уже его ревиков 5. Ахахаха. А, он тоже вышку строит, слышишь, вон. Чё за хуйня? Ахахаха. Далее у этих челов возникла, видимо, гениальная идея, и они решили недалеко от нас на возвышенности построить деревянную вышку. Поэтому нам нужно было оружие помощнее, и я достал болтовку из турельки у магазина. Готово к труду и обороне. Ахахаха. 300 патронов. А пока я занимался всеми этими переносами, эта деревянная вышка достроилась. Не, он реально стоит, смотри. На, еще похилься. В итоге я перестреливался с этой вышкой целый игровой день, а Кава в это время искал ТНК. И с наступлением темноты у нас было кое-что запланировано. Калаш, калаш лови. Вот падает. Калаш падает на тебя прям на голову. Убегай, убегай. Убегай отсюда. Спрячь его, закопай, слышь? Это болт с X4 оставил у нас. Вот шкаф. Быстрее! Давай, бежим, дерево возьмем и вернемся. Залез, залез, залез. Двое. Оружие сломалось, слышь, у меня. Кого оружие? Давай. Убил его? Да. Бля, лучший. Ахахаха. Все, бэк. Таким образом, эта вышка теперь не была для нас проблемой, а все выбитое оружие мы решили отнести к нашим магазинам. Давай. И домой уходим, слышь, вообще? Кого? С этими стволами пригодятся. Кстати, помимо всего прочего оружия, что мы засейвили, в нашей каменной вышке теперь появился дополнительный болт с иксом. И это означало, что нашим клановым друзьям в ближайшем будущем будет житься еще веселей. Это что за звук был?
Пес, что ли? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хорошо. Чуть позже мы, кстати, еще вспомнили, что в принципе деревянную вышку можно было легко снести. Поэтому я взял мачету и пошел помогать Каве. Давай, давай, давай. Пошел, пошел. Там что-то упало, слышь? Смотри. Ничего. О, что это? О, хорошо. Ахахах. Пися при- в попе. Это приятный бонус. Я пошел домой. Hello! На, 5 голов дал ему, Кава. Да, в хазе. Убил, убил, убил. У стенки вот там. Плюс ревик и новый ник. Но Ахаха. новый ник. Чат какой-то. Сколько их играет в этом доме? Дал голову опять, прикинь. Дал голову опять. Вот это я понимаю, батя вернулся. Пояс чемпиона мира по чугунной голове. О, 10 тысяч часов карма, блядь. Голову дал. Ха! Это невозможно, Каа. Это мем, блядь. Каа. Да, Еще голову дал. антенка в отверстии. Я ему дал в лоб и в затылок, Каа, прикинь. Ахахаха. Он начал убегать вниз и в затылок получил сразу. Ну что, пацаны, стоили наши ресы того. Ахахаха. Hello Thailand Thailand number one Е-е-е, China number two. no China number one На-на-на-на-на. Пися в попе. С момента, как мы с Кавой поставили эту вышку, прошло уже, наверное, часов 6. И наконец-то в игру стали заходить те самые чуваки, которые ночью меня рейдили. О, Ахахаха. Это уже поинтереснее. на. F10. F10, да, F10, это который меня Да. рейдил. О, так значит это все они. Прикинь, сколько их там, человек 15. Ахахаха. Ты что, гонишь? Их человек 15. Убил его. Ну их явно больше стало. Ахахаха. รู้ที่บ้านไอ้ฝั่งบ้านมันวิ่งมานะ Антенка в เอ๊ отверстии. Не-не-не-не. Ты смотришь? Я Да. хочу, чтобы ты смотрел на это. Подсвети факелом вот этим. На. Быстрее. Включи факел. К. เรียกหัวเราไม่มีโดนขาก็虚假虚假 Ахахаха. Это везет. Это такой топ ตาย К. วะ ใครหล่นตายซื้อมันล่อซื้อมันมีอันนี้นะ Come on, come on, Tina Nine Batu. no สวัสดี มันมีช่องกำแถบอยู่เนี่ยมันมีช่องกำแถบอยู่ข้างกำแพงเนี่ย อย่า no Ахаха. Ахах. Ах. 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 Ахахаха. อย่าฆ่าแก I'm no not no hacker. no Пися в попе. Ахахаха. О, Кейт. Тоже такого не знаю. Блин, сколько их там? Их что, человек 20 нахуй? Что за Кейт? Я первый раз вижу этот ник. Бля, ебать их тут. Ебать их тут, Кава. Давай, давай, рейди.
дерево, с палки, двушки. Воу. О, thank you, double barrel. Вот это норм-кейки. Скажи, что они low-skill клан. Low skill clan. Ахахах. Как дело? Нормально. А вот у него не очень. Да блин, я опять ящик стволов с них навыбивал. Ахахах. Так и надо. После этого замеса на двушках все ненадолго утихло, но мы с Кавой прекрасно понимали, что в любую минуту нас могут прийти зарейдить. Поэтому я в очередной раз собрал все стволы и понес их в нашу кибитку у города. А затем я опять взял снайперку, и мы начали готовить для наших друзей сюрприз. Кава должен был построить маленький домик в упор к их забору, а я тем временем должен был его прикрыть и сделать так, чтобы эти челы вообще перестали выходить на крышу. Уронил, давай, Ехали. го. О. А чё ты так плотно подстроился, Кава? Хз. Ахахах. С калашом его убил. Надо поближе, чтобы было. Ахахах. Да. Пиздец, там в упор прям. Да, вообще топ. О, бежит. Убил, лутай. Убил залутанного под воротами, быстрее. С другой стороны. Его бежит лутать уже, давай быстрее. Я умер. В итоге, как мы и планировали, Кава поставил маленькую кибитку рядом с забором, и теперь нужно было дождаться, когда в игру зайдет павук. You remember me? You raid my beautiful base. I kill you all day. And all night. Nice. И наконец-то мы с Кавой услышали эти прекрасные звуки. Павук зашел в игру, и теперь он был готов стучать киянкой по витрине до тех пор, пока клан китайцев не сойдет с ума. Ха-ха, не. Такой звук их убьет, слышь? С калашом. А после того, как мне удалось выбить с этих челов первый калаш, я подумал, что в принципе я могу посидеть с двушкой у них под хатой. Вдруг еще что выбью. Паук, бум-бум, all night. Ахахах. You like it? All night. Boom, 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 boom. All night. Boom, boom, boom. Так мне нравится. А вот так мне нравится. А вот так мне нравится. Не, я не
могу, Као. Все, у меня что башка лопнет, я тебе точно говорю. И наконец, еще минут через 20, когда находиться под этой хатой от этого звука было уже практически нереально, Кава заметил в воздухе кое-что интересное. Да, Че? корова. Какая корова? Справа. Чекай. Да не. На нас напали! Да не. Да не, Као. Мы можем. Следующей ночью. Знаешь, что сделать, Као? Бля, я смотрю, сколько надо стрел. Ахахахах. Да какие стрелы, блядь? А вот такого мы, конечно же, совсем не ожидали. Неужели наши друзья купили себе этот огромный клановый вертолет? А может быть, у них была еще одна база в каком-нибудь другом месте? В любом случае, мы с Кавой прекрасно понимали, что нам нужно делать. Чекай. Фу, бля, просто хуёво стало от стекла. Ахахах. На. На. Они думают, что сейчас полетят куда-то лутать или рейдить. Ахахах. Кава, Да, давай быстрее. ахахах. Так, ну чё, я готов, Кава. Ла-ла-ла. Ахахах. Пися в попе. Пацаны, пожар. Туши пожар. Туши пожар. Он недоволен. Я слышу по ритму стрельбы. Ахахах. Ахахах. Ой, в 10 проснулся. Доброе утро. Эй! Where your helicopter? Your helicopter boom! Уля-ля-ля-ля-ля-ля! Helicopter boom! Вот теперь мы с Кавой были уже точно уверены, что зарейдят нас прямо сейчас, поэтому я взял помп и побежал скорее к ним под ворота. Пися двоих. в попе. Ух, ебать, нем рез, слышь, они дом новый побежали строить. Да. В итоге на этом прекрасном моменте, как только я засейвил очередной калаш, мой третий день выживания, к сожалению, закончился. И я был тут совсем ни при чем, просто у меня дома вырубили свет. И примерно в эту же секунду Каву сразу же прибежали рейдить.
ахахах, 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 пися в попе. Ахахах. Антенка в отверстии. О, а вот так мне нравится. Да, пися в попе. Алло, алло. О, а вот так мне нравится. Да, да, Chinese number one, Chinese number one. нет. 吃球场，吃群球场，球球。 Наступал 4-й день нашего скавы выживания, и на сегодня у нас были грандиозные планы. Для нашего любимого клана мы запланировали кое-что интересное. Кстати, наш магазин всю ночь гнил, потому что в шкафу закончились ресурсы. Тем не менее, лут из них еще никто не успел забрать. Райончик, конечно, спустя сутки, как мы здесь уже не жили, было не узнать. Моя избушка, стоявшая в лесу, теперь стояла на каком-то пустыре. Затем в игру зашел Кава, и мы нашли у себя в бункере 5 бочек с дизелем. И у нас появилась идея, где мы можем весь этот дизель потратить. Но для этого нужно было отправляться на другой край карты, и мы воспользовались поездом. Нам нужен был МВКшный карьер, и даже несмотря на то, что его охраняли турели, мы все равно собирались его запустить. Изи, изи, изи. Одной стрелы не А хватает. вот так мне нравится. Ну все, я тогда полез с томиком, калаш тут оставлю на деф. Да, Да? я с вышки посмотрю тогда. Ахахах. Калашик сюда. Так, и чё, куда тут? Fuel Storage. Да. Запускаем. Каик запускаем. Все. Ждем. В итоге это путешествие позволило нам залутать без особых проблем 250 МВК, и это было то, что нужно. Все? Да, Давай, я спрыгну. А затем мы с Кавой вернулись к городу и решили построить наш новый домик в более спокойном месте, чтобы нам никто не мешал развиваться.
А когда наш новый дом уже был апнут в камень, я вернулся к своей старой избушке, чтобы забрать отсюда одну единственную оставшуюся МВКшную дверь, второй верстак и кучу ресов, которые мы вчера смогли засейвить. Да, возможно, тут будет холодно. Зато смотри, какая у нас есть дверь. Бам. Вот тут металл все запать надо срочно. И буферки срочно построить по всему дому. Дальше нужно было подождать, пока переплавится все МВК. И мы пошли с Кавой фармить серу, чтобы выкупить третий верстак. А еще мы поменяли себе ники, чтобы пока мы развиваемся, нас никто не узнал. Ну и наконец, когда стемнело, мы вернулись к нашему любимому клану, для того, чтобы сделать им один шкафчик из МВК. По крыше где-то вроде бегает. Кого я тут у стекла? Давай вот это принимай быстрее. Янка. И теперь с таким крепким шкафчиком, прям в упор к клановому забору, у нас с Кавой открывались новые возможности. Оставалось только до конца этого дня успеть сделать все, что мы запланировали. Ебать мне, блядь. Опять верстак на халяву получился. Ахаха. Топчик. Убил. Эй, hello! Да. А, нифига себе. Ахаха. Эй, you minicopter is dead. О. Убил типа, слышь? Один на крыше, кого? Компоненты перерабатывал, окей. Ахаха. Пися FPP. На, ты видел это? Ты видел, Ка? Нет. Это вообще мем. А, этот зашел. Какой-то чувак из их клана посмотрел на все это и ливнул сразу, прикинь? Ахаха. Вот он, он просто такой встал, такой посмотрел на эту вышку, выйти из игры. Ахаха. Ахаха. Еще. О, то, что надо, Ка. Просто мини-бобик, ёпта. Чья. У
меня есть, закрой гаражку. Ха-ха, смотри, это вообще мем. Као. Ахахах. И вот под конец 4-го дня все, что мы за сегодня напланировали, мы наконец-таки сделали. Оставалось только проверить, как это все будет работать и как на это отреагируют наши клановые друзья. Хавку забери себе. А для паука? Все, давай, пока, Као. А как сигналить? На Е. На Нет. выстрел, может быть. Ахахах. А вот так мне нравится. Антенка в отверстии. Все, давай, работаем. Ракеты, Као. Да, да. На нас напали! Это боевые, Као. Да. Отдыхай, пацан. Еще одного убил. Бля, я сразу умер. Это Луприкс меня убил. Ха, я двоих убил, блядь. С арбалета. Кого? Кого? Здорово. Фары. Ка, он походу сейчас тебя зарейдит реально. Ох и мразь, дай покататься на тачке. Ахахах. Крыши нет. Я Репыч. Ахахах. Наконец наступал 5-й, самый сумасшедший день этого выживания. И сегодня мы с Кавой собирались поставить жирную точку в нашем противостоянии с этим китайским кланом. Сегодня этот прекрасный домик, в котором жило как минимум 15 человек, мы собирались снести под ноль. И ровно так же, как пару дней назад эти челы застроили мою деревянную избушку, я должен был застроить их базу. И, конечно же, вдвоем с Кавой, с такой толпой на рейде, мы бы никогда не справились. Поэтому мы решили позвать на помощь самых жестких рейдеров, которых я только знал. И если вы смотрели мои старые видики, возможно, вы их тоже знаете. Лил Пик, Двейн, Факс, Бугор, Гелен, Вайт, Пепси, Джокер и Никита. В общем, это была команда настоящих профи, и они с радостью согласились нам помочь. Настало время закончить упражнение. Вперед, парни. Все, погнали. Погнали, пацаны. Мы рабочая сила. Ну, пятерку построим и все. Пятерку дефолт. А я думал, вы построите просто квадрат такой, знаете, типа. Нет, Ну, ну там типа мы такого можем мы построить планировали. нормальную хату, но там нормально на нее нужно. Ладно, это не проблема, разберемся, в принципе. Вот так примерно в 10 утра начинались наши клановые приключения. И наш маленький домик, в котором мы с Кавой жили, конечно же, ребятам не подходил. Поэтому нам нужно было новое, классное место, где было бы полно серы и других ресурсов. И мы выбрали космодром. Вот здесь можно поставить. Вот где я устраивает? Стенка вторая.
Где я с бугром здесь ближе к зиме туда. Переждав ночь, мы тут же выходили на фарм. Первым делом мы должны были отстроить новый дом, а затем уже перетащить 3-й верстак и остальные ресурсы. Но по пути к новому месту нас вдруг начали прессовать какие-то калашисты. И один из этих калашистов был тот самый жесткий челик с первого дня вайпа. Поэтому я прибежал помогать ребятам чисто с факелом, как болельщик. А, так вы наш дом строите, в котором мы живем? Сейчас. Не, все нормально. И вот, спокойно наблюдая за тем, как одна половина моей команды строит нам новый дом, а другая половина команды где-то бегает в поисках скрапа, чтобы сразу купить коптер, мне начало казаться, что уже через пару часиков мы спокойно закончим нашу миссию. Поэтому мы с Кавой тоже решили всем помочь и начали перетаскивать 3-й верстак. Кава, миссия выполнена. Почти. Да. Свиную голову. Вы, ребята, уже верстак перенесли? Или, Да, может, вот верстак. Вот верстак. Полетим просто коптер купили. Отлично. Так, Если карта есть, можно еще... металл скидываю. Я пошел карту сразу лутать, если есть 2 фьюза. А, 1 фьюз нужен. Зеленая. Если вы поставите коптер, то увеличивается шанс на... Да мы улетим сейчас. А пиздюлево увеличивается шанс. А, на ойл вы не сможете... Если у вас ойл там есть, вы контроль. можете ойл, не хотите? Мы на арктическую базу полетим, но у нас... Почему соло-локи, братва? Почему соло-локи, братва? Сейчас все будет. Блять, коптер. Не капай на мозг. В общем, в этом новом месте у космодрома все было тихо и мирно. Но недолго. Ой, А, парни. Я Рипыч. Это была ошибка. Потом кто-то пришел, дайте инфу. Да. По мне стреляет, по мне Это стреляет. снова те калаши. Братва. Ребят, скажите ему квадрат, пожалуйста, я с Томиком постараюсь к нему в спину прийти. Братва, работаем. И другой вопрос, вы сами справитесь или нет? Потому что мне чела в метро, я могу принять их. Да там клонина фул, блядь, впустите в дом нахуй. Не подождите, их двое. Двое? Все тогда. Вам есть чего растулить? Я в спину к ним приду. Я Рипыч. Да, Вайт, иди. Я одному доебла дал хит, он хилится. Они чекают прям по дому. Они могут на коптере улететь. Надо ждать, пока на коптер. Ребят, пожалуйста, Не-не-не, он меня не уничтожил. флудите. Давай, дойдем. Закройте. Дверь закрыл. Нет. Я закрыл. Нет. Он зашел. Нахуй вы этот коптер привезли, вы ебанаты? И это снова был он. Чел, который преследовал меня весь этот вайп. Затем мы еще попытались, конечно, что-то сделать, чтобы вернуть нашу хату. Но теперь у нас вообще не было верстака. И патроны было скрафтить не на чем. Понял? Ладно. И после того, как мы уже окончательно потеряли наш дом, эти бравые калашисты начали писать в чат, что типа изи нас раскатали. Вы видите? А ты видишь, в чат пишет? ККМ-15? Еще вообще Это мы иди. на М15 были. Да, это они пишут нам. Чего они пишут? Типа разъебали 15 человек? Пишет, изи вас разъебали, М15, спасибо за лут, нам он же даже не нужен. Но нас, конечно же, такие сообщения в чате ни капли не расстроили, а даже немного насмешили, ведь у нас было полно опыта, а еще у нас было 2 философа. Кто не падал, тот и не поднимался. Так что нормально. Кто не падал, тот не падал. Поэтому я поставил новую метку для нашего дома на южной части космодрома, и мы продолжили заниматься нашим любимым делом — играть в рис. Где строитель? У меня вот есть дерево, давайте, вот я на центре горки. Давай, Фокс. Лес боли. Забери. Бегает. У нас враги! А, это свой. Это Пацаны, если что, вот эту хуйню кидайте в них, нахуй. Лепите к этому, к тем, кто ловишь. Кто-то со мной может сходить за калашом с фулсетом, с этим? Не фулсетом, хазматы, хилочки. О, нифига, тут, слышь, тут нормальная тема. Я под чаем. Вырастут. Ты чё? Джек, только зашел уже в
Так. Двоим. Значит, смотрите, Он короче, залезет, какая где тема. Печку изучить 200 скрапа всего надо. Так что можете Ну, не скраб покупать. под верстаком лежит. Томики починил, под верстак все нафармленное скинул. Зашел? Через дом? Ты потому что... Через депо. Нет, он не мог. Бля, может все-таки. Ну ладно. Да нет, ты гонишь 600 топлива, у меня уже 500 топлива. Давай, погнали. Я прыгнул. Так, впереди фонарик. Впереди фонарик! Машина, машина! Зажмем? Ложись. Зажмем по ней? Хочешь драться с ними? Да. Давай. Я не вижу вообще куда. Минус. Минус. Бля, у него нихуя нет, кроме томика. Берите томик резко. Я возьму. Так, что, сколько печек надо? Блин, Кава, ты гений. Йо, Кава. Строят дом. Парни, их надо ебашить. Это Я они щас- Кибу поставили разрывы рейдят? Да. А, Я понял. там МВК дверь. Давай. Я не могу, у меня 3 хп. Отыгрывает? Агрия. Да. Чекайте щель. Открыл. Сам, не смотрите. 60 хп у него. Я внутри, давай. Патроны, по-моему, закончились, парни. Я убил его. Меня слышит. Добейте тролль. Сейчас хп. Я в доме. Я добью. Все, найс. Она... Меня спутали. У меня разрыв. Нормально. Значит, С него все забрал. поднять это горе? Да, дядь. На, Геви, на. Да, держи. У меня опять. Я выхожу, Ну, без алло, света. привет. Для Здорово, просто пацаны. патрон. Пацаны, я здесь. Откуда ты вылез? Нате калаш, сет, патроны. Я играю в Rust уже неделю. А, какой нахуй? Я Нет. 10 дней уже играю. А может 11. Каждый. Я 2. Короче, готовьтесь к метро. Сейчас пойдем. Ну, я уже готов. Всей толпой под гранатку? Гоу-гоу-гоу, Ну. гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Возьмите, кто может ракетницы с скоростными на всякие. Это да, это надо. Давайте, я замучу тогда. Спустя пару часов плотной командной игры мы построили уже неплохой дом, у нас стояли печки и была территория с забором. Но для того, чтобы поставить 3-й верстак, хорошенько одеться и скрафтить калаши, нам нужно было плотно подлутать компоненты. Поэтому мы все дружно собрались и отправились в метрополитен. А фонарик ты брал? Или ты Да, вот другому так. отдал? Спасибо. Ой, Психи бахают не нас? берданка, вы видели? Вы видели там берданка? Вот смотри, вот здесь, по этой стене. Что за хуйня? Давай, поехали вниз. Я клянусь, я видел берданку, я запись пересмотрю. Просто берданка вот так сидела у стены, прилипшая. Играет 2 недели. Не слушайте его. Ха-ха-ха. Может быть, бля. Да не, ну это хуйня, точно берданка была. Вот к стене она прилипшая такая была. Мы катаемся и просто лутаем, или катаемся и ищем челов? Да мы... Не, нам лутать надо. Знаешь, когда ты ищешь челов, ты их не находишь. Когда ты лутаешься, они Ну, сами это тебя да, найдут. это правда. Баты. А что он сверху светится, блядь? Фонарик, на нас есть! Там вагонетка, готовьтесь. Готовьтесь, пока не Не едет, они стоят. Нет, едет. Они тихо едут, там типы вафлят что-то. Готовьтесь прям, его. Очень много. Нужно будет Они взрывать. остановились. Я стреляю.
Они по нам тоже стреляют. Один слева. Слева дед, слева дед. Слева голову дал. Я думаю, Ваня... Я очень много одному дал. Дал чипов 10 нахуй. Отойдите с пути, я просто запущу ее. Я не... У меня 16 патронов осталось. Ой, блядь, они фульные. Нужно догонять, нужно догонять. Он сейчас сядет. Я убил, я убил. Еще одного убил, все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, нам надо Вот съебывать. они, блядь, кто тут все чистил, бля. Ой-о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 й-
Разворачивай балду уже. А там на один хит одна, ну ладно, давай сейчас. В итоге этот заход в метро оказался очень удачным. Мы вышли у города для того, чтобы закупиться плотно тканью, купить буры, и еще нужно было немного переработаться, чтобы поставить 3-й верстак. Лучше уж тихо. Дверка, можешь еще МВК массу сделать? Парочку. Угу. Эта покраска идет нахуй. Кава, тебе закинуть кровать? Нет, Делала бетона? Его перекосило. я уже поставил. И вот спустя еще какое-то время мы решили все дружно собраться и отправиться в зиму для того, чтобы плотно подфармить серку. Вот наш дом, Слива. Ахахаха. Ну и стоило нам только добежать до зимы, как сразу же начался замес. Влево не надо идти? Ой, впереди, по-моему, чел, слышите, за железной будкой. За железной кипит. Чего, Бугор? Фулл МВК с ракетницей. Принимают. Еще. За деревянной стенкой. На! Ебать. Еще левый ящик. Я умер нахуй. Один фулл минус. МВКшник, один минус. Еще убил за камнем, за серным. Блядь, да, там с болтом тип, слышите, я на хиле, сзади, на Н. Мой труп, не знал, упать. За тебя, Вайт, сзади. Убил. Он умер. Отлично, есть одеться где-то? Много телов бежит. Я пошел Стою рядом. Вы если много подняли, можно отойти. Осторожно. Я умер, фул, блядь, как ебать, что я залагал так жестко. Одного убил. Головхип. Хэдшот хитал, Ребят, в спине, 290. Нас зажимают уже. Я там 4 калаша взял. Кто вот это с калаша стреляет? На дороге чел калашом меня убил. Он голый, по-моему. Да. За тоже тачкой. голый убил. Справа за тачкой, жира. Справа. Я убил. Да не стреляйте по мне, вы чё? Я убил его. Поднимаю К. Уходите. Да, уходи. Я на S Уходи. Давай, прямо на S. Все уходим на S. Их уже дохуя. На S, пожалуйста. Ебать, их много, ребята! На S. Просто S. Опиум 150 S. Жопа. За дом направо, думаешь? Ну, либо в космо уйти просто. Ой-ой-ой, я походу умер, парень. Я умер. А закончился по итогу этот замес тем, что половина из нас так домой убежать и не смогла. Но зато теперь мы узнали, в какой именно базе жил вот этот бешеный чувачок. И судя по тому, что я увидел из-под холма, эта база была совсем не маленькой. Далее мы опять пошли в метрополитен. Теперь нам нужен был скраб на коптер, большой клановый вертолет, а также у нас опять закончилась ткань. Короче, проиграв один замес, у нас в доме сразу же кончилась добрая половина ресурсов. Но несмотря на разные неудачи, мы все равно все были в хорошем настроении и четко знали, что нам нужно делать. Давай, на тебе гранатомет с берданкой. Может, мне коваль дашь лучше? Может, тебе в рот что-то дать лучше? Ахахаха. А чё ты это...
дверкой не сделал себе хоть шмотки какие-нибудь? Сделал, вот они на мне. Да нет, у тебя там вообще под курткой ничего нет. Я Ну, хотел я просто накачанный. Погнали. Чё? Ебанат. Блядь, бедного бомжа разъебал. Дуэйн, ты чё? Конченый Дуэйн. Ну, либо я убиваю его, и... Да. либо он просто меня убивает. Так подожди секунду и пробежи человек с калашом, который его убьет в боре. Боже, с каким же удовольствием летать на 200 пинга. Нет. Давай, классно. Давай, давай, давай. Попал. Но он сюда не прилетит, далеко очень. Лучше. Let's go, bro. Серый ящик. Еще каждая печка забита по 1000. Я смотрю, ты возрождаешь нас старый дом. Понимаешь, дом — это где семья, бля. Наконец, все ресурсы для нашего рейда были готовы, и теперь нужно было подождать, пока все наплавится и перекрафтится в ракеты. За это время мы еще успели сбегать на танк, где я залутал очень много МЛРС ракет, а также слетали на карго, чтобы найти там модуль для запуска. Нормально, нормально. Минус блок. Я не могу вылезть. Да. Не нормально. Это тюрьма. Не. Да, взорвется. Он когда хвостом взорвется. Пропеллер, по-моему, сверху должен. Перед концом ты можешь развернуть его. Ты можешь так долго висеть? Развернуть. Сам можешь пассерот открыть. Не, я снижаюсь потихоньку. Разворачивайся, он разъебется. А это уже все, минус сколько? Это пиздец. Он разъебется и фиг. Нормально, спасательная операция. Летит. Ебать, а мне... Я просто... Все. Во, хорош. Но! Да, можем. Давайте я покрашу всех в какую-нибудь красивую хуйню. Го. Давай. Во-первых, вот этот шлем обязательно нам нужен. Не, у меня есть одинаковые, но мы не будем. Давай, закидывай, пацаны. Будем как клоуны. Это полная хуйня, чувак. Это вот тут лежит, блядь, и сделайте куртку пацану, блядь. Реально. Сейчас, погоди-ка. Пизда! Не-не.
Подожди, ты его уже? Нафига ты меня-то убил, придурок? Ты был? Это не ты был? Нет, конечно. И вот примерно в 3 часа ночи, когда весь клан наших китайских друзей был в сети, мы наконец были готовы для того, чтобы отомстить за мой деревянный домик. И именно с этого момента и началась самая лютейшая жесть, которую я когда-либо видел за все свои проведенные часы в моей любимой рисовой игре. Давайте, ребят, это то, ради чего мы собрались. Погнали. Согласен. Отомстим за мой деревянный дом. А ПВОшки лети через аэрфилд по прямой через майнинг аутпост к городу и налево. Блин, скорее бы парашюты добавили. Вот это мы бы сейчас десантировались с кайфом. Ну добежим его. Парни, не сдайтесь. Ну они походу не слышат. Ахаха. Неплохая дверь, Дуэйн. Я знаю. Там есть выход. Конец программки постоянно прям к Ой, хорошо, ребята. Наводочка пошла. Так. Сейчас в нас просто все ракеты, нахуй. Он может. Вполне возможно. А скажи, через сколько ты запустишь? Сейчас скажу. Ну чё, дверь, огонь? Я готов. Двое стражей пока в сети. Ракетницу возьмите еще. Давайте, поехали. Я без базуки. Вот она. А ну не надо, как вам взрывается. Пися в попе. Ракеты Охуенчик. выходят. Охуенчик. Чека. Хуярь, одна. Уверена, что так надо ракетой хуярить? Мне карпат птица. Тоже не попадает. Где ракеты? Блядь, братва. Забей, не кидай. Не давайте всем. Чуваки, мы их не зарейдим так? Отстрел закидайте. Пошлите вниз. Вот, давайте еще стенку взрываем. Ну дом хуйня какая-то. Ахаха. Дайте я посмотрю, пожалуйста. А у нас никто вот на и- отстреле, они да, не сейчас больше. остался? Они все спят, иди сюда. Я. Они вот снизу спят. Дайте мне их убить! Лестницы под... Слышь, слева иди убей его. Дайте мне, дайте мне! Да вот он снизу лежит. Вот, Где? вот. Я стреляю, вот, стреляю. Вы Лежит. идите дальше в метро. Вот F10 Я лежит. тут в доме. По дверям давайте. Макс, у кого ракеты его? О, что? Дверь, иди к нам. Да, блять, погодите, вы ёбаный! Иди к нам, дверь. Пик, дайте ракеты. Нихуя тут серый, слышь. Чуваки, вы чё, вообще с ума сошли? Пойдем отсюда. Попрыгали. Я, отойди, слышишь, это, Джокер, я туда ракету ебану. Давай я ракету туда ебану, там не хватит же, да? Ты куда прыгаешь? Все, Теперь сломалось. И шкаф, кстати. Прыгайте один кто-то. Дайте я туда залезу. Не стреляйте. Есть что-то? Да. Корову пиздит. Да, на корову, наверное, уже, да. Ну почему? А как мы прыгаться домой будем? Ебать нахуй, это чё, блядь? Да не прыгайте. Это пизда все. Ебать, это чё, блядь? Нихуя себе, чуваки. Что случилось? Что там Что было? там? Ящик пороха. А, нихуя себе! Ахаха. Ящик пороха, фул ящик пороха. Ящик компонентов — серый. это хуйня вообще полная. Бля, и мы столько фармили на них. Тут нужно МВК-дверь бахнуть еще. Гантрап, Никит, аккуратно. Я вижу. F10, слышь, я убил этого F10, кого? Он валяется. Ахахаха. Пися в попе. Не успел Забрал закрыть дом, забрал с него ботинки, нахуй, кого? Давайте порох, ребята. Зашел хозяин. получается? Тогда... Шел. Hello, you remember me? You raid my base, Kay, you remember me?
Goodbye. Okay, hello. Where's your home? Да, у них с другой Where your home? Совет, он оружие решит. Все, там еще. Отойди-ка. Не, ну смотри, МВКшный сет, пацаны, давайте, надо его доставать сюда. Перенесите уже там сами, мы снова перенесли. Вам на крови надо задний заход просто забрать все и все. Че, все закончилось? Не, бро, мы погоди, еще так просто не закончим. Пусть посмотрит. Да нахуй. Да зачем? Юрий Мембер, ребята. My home M11. Там столько Они фарм. уже не базарят, как вчера. Да-да. Бля, Кава, хорошо. Я говорю, мы на окне АФК их подловили. У них 3 ящика серы было, если что. Да? Да. Ты представляешь, Ящик вот в это таком пиздец. доме, вот в таком доме, ебать. Вот в этом доме, блядь. Вот в этом, блядь, с одним выходом нахуй. Они, походу, что-то готовили, ребят, вообще конкретно. В итоге мы забрали у этого клана все ценные ресурсы и полностью застроили им базу. Миссия отомстить за деревянный домик была выполнена. Но на этом этот прекрасный вайб, конечно же, не закончился, ведь по возвращению домой мы обнаружили, что у нас появилась новая проблема. И там быстро их не было. Привык уже, видим. Как комары. И эта проблема выглядела примерно вот так. И тут вдруг кто-то из нашей команды вспомнил события, произошедшие с нами с утра, где главным героем был наш старый знакомый. Да-да, тот самый челик, который вместе со своими тиммейтами с самого Global Wipe'а кошмарил весь сервер. И, кстати, именно он затем хвастался в чате, что, мол, задипал целый клан, изи лут и все такое. И вот теперь, примерно в 5 утра по моему времени, мы знали, где он живет, и у нас был ящик ракет. Полетели, там же Тим сейчас взрывать будет. Там сейчас Тим будет взрывать один. А треугольник вот сюда поставь, чтобы турель, или апнуть ее. +1 ко мне. Я бабу. Давайте, блядь, у нас ракет нет. У меня есть ракет. Ебать его. Дайте подострел-то. Ну, с ракеты. Кидает. Нам, слышишь, нам надо осторожность, магазин сломать. Проверьте, наверное, скрывайте, что больше город открыть. Давай, правильно. Что с ящиком? Есть еще? Я умер с гранатой. Там повалилось. Похуй, давайте. Он снял окно, аккуратно. И желательно вообще побежать буквально. Дверь прямо открыта, он там за дверью. Там уже быстрее. В компаунде пикает вас, Я понимаю, ну, блядь. Кто в компаунде снял? Вроде. Я умер. Крыша. Вот. Сюда. Вниз ебашить ракеты? Да-да-да. Вот этот. Давай. Крыша. О, нас всех убили. Прям вот как залазишь и... Что там, ломается турель? Давай, несем.
сломали. Дайте патрон. Все. С левой КППшки, Сломался. Дайте, Я умер опять. Отстрел, правая часть, прям на крыше. Выходи. Давайте я ракетами пойду. Давай, кидай, и потом я сразу по очереди будем. Фугл вниз. So easy controlling M50. Hashtag controlling the server. You fucking loser, mate. Это до сих пор наши летают, да? Их два магазина реально с этим, со взрывкой. А мы еще не нашли какой. Ну, один Пацаны, нашли. ткань нужна, пацаны? Тут ящик ткани. Нужна ткань, пацаны? Надо. Ёб твою мать, ящик ткани, блядь, что нахуй? И хоть это было не сказать, что прям совсем легко, но тем не менее, мы вроде как зарейдили самый жесткий клан на этом сервере. И что самое главное, мы нашли в их доме еще где-то 150 ракет. С обычных ракет, которые люди А взрывают. вот же он, магаз, ребята. Да. Нашли? Да, Наверное, да, скорее всего. Вот он, да, там ракета. Ха, хорошо. Еще FPP. Ловите? О, ес, о, е. Магазы еще серые забитые. Easy raid, бро. Хорошо. Сали нахуй типы сегодня. Guys, can you defend your base next time? Никита профайл. В итоге такую кучу ракет мы уже не знали, куда девать, поэтому решили полностью зарейдить все мультишкафчики вокруг этой базы, чтобы ее застроить. Все, давайте последний шкаф взрываем и конечное. Заправь ее еще, слышишь? Да. ВМК, можешь катануть на фуллочке? Да. Вот он. Шкаф из фурираста, блять, вот он нахуй. Фига жестко. Дверь ты видел, что на первом этаже вообще творится? Нет, надо посмотреть. Не, я видел, конечно, я Иди спускался. быстрее, Красота. Ему походу что-то не нравится, слышишь? Если пишешь, что мы русские читеры, что-то, блядь, Не нравится, походу, что-то ему. Тут вообще такая грязь, блядь. Дим застраиваем, нахуй. Кау, тут такой бассейн, пиздец. И Ой, средств сюда просто. идет, отпускайся. Как их ебут, так сразу читермы. Это правда. Выкинуть надо еще. На. Я тебе скину, ты где? Я с факелом стою. Ты где? Да нет, видно будет, да. Власть. Во, вот так, топ. Да встань, Гелин. Ракету факс на счет 3 вверх стреляй. Давай. Нет, Сейчас мы все залезем. Есть у кого-нибудь Чисто за ракеты? день всех недоброжелателей снесли. Давай, на счет 3. Раз, два, три. На этом это замечательное выживание подошло к концу. На часах было примерно уже 7 утра, очень хотелось спать, я играл практически сутки, но тут мы услышали, как неподалеку от нас кого-то начали бахать. Я не знаю, мы полсекунды. Там ракетами рейдят. Может быть, на антирейд пойдем? У нас ракеты Пойдем. есть. Да. Не-не. Видел пик, раздай всем ракету, у кого есть ракетница. Сделаем залп. Только кровати надо поставить, пацаны, сейчас Да, будет кровать. плотно. А, я не брал еще. Прочно уничтожение идет. А вот Киба, вот, прям близко Киба, ребят. Причем из дома хуячит. Ебашьте кибитку. Да. Ебашьте ее. Это надо рейдить, блять. Че гоните, нахуй. Аккуратно, чел. Похуй, мы не Куда взрывать? Покажи мне. Погодите. Есть тут бомб, нет? А, я хуй. Ящик пороха опять. Бля. Покажи, бля. Ебать, 2 строчки МЛРС-ок, смотри, это пиздец. Вот, сюда. Я убил вас, если Пиздец. Ящик. Ящик Бля, МВК. помогите, спасите, блядь, ёбан. Блять, иди сюда. Дверька, иди сюда, дверька, иди сюда. Вот, магазины в центре, иди сюда. Назад. Центр? Это, блять, это пизда. Понимаете, мы
2 ящика калашей, пиздец, пора. Где? Скрывать вам. Ну, фиг на них забьем, не, возьмем ракеты и пойдем деревню плевать. Надо тут. Красочно было. Вроде. А мы их взломали нахуй. Да, А, пацаны, всё, так сломали. тут ящик МВК есть. Соседний Слышите, тут еще Так. магаз, 3000 МВК. Они все тут фоткаются, тут тоже фотки у типов вон. Блять. Где-то МЛРСок ещё нахуя магаз, столько, бля. Давай делаем. Да так. Жесть. Я в ахуе. Я Т2 даже не помню. Вы вообще видели такую хуйню где? Я ни разу такое не видел. Да, Ты чё вообще за Вот жесть? смотрите. Ща, ребят, чтобы никого не взорвать, я бахаю. А чё с Чё, турелями? нормально. Почему они не стреляют по нам больше? Мы разбайтили уже Так мы нахуй. все, да, А, Бля. кончилось. Может, у двери тут весь сервер актеры? да. Проплаченный А это все розыгрыш, пацаны. Так давайте уйдем отсюда с ракетами, да и нахуй. Все, там мы ракеты забрали, пусть дальше ебать, блядь. Пойдем, да, с ракетами дальше, просто следующих зарейдим. Похуй, ну, реса оставим, пусть дальше играют. Ну нахуй. Бля, меня убил турель, нет. А вот это турель. Ну что, как вам видик? Пиши об этом в комментах. И кстати, давайте научим дверь правильно писать буквы и слова. Так. И... Бля, Нормальный фотоаппарат сфоткаемся теперь, блядь. Изи, М... Какой у нас там? М15 да, был, да. Да вот, напротив космика снизу, блядь. Какой М15, квадрат там был? М15. М15, да. М15, да. Л15. М. М Написали или Н там. Они Да, М там. писали. Так что похуй. Ты просто Z написал? Изи. Изи. А. Нормально пойдет. Z, кстати, в другую. Ладно, пацаны, ну чё вы, ебать? Нормальная сет.